Привет, друзья! Сегодня я хочу показать свое игровое место. Мне кажется, что это интересная тема для ролика, поэтому не буду затягивать и сразу начнем. Сижу я на игровом кресле Gravity Plus от компании Zona 51. Покупал я его за 21 500 рублей. Оно очень удобное и мягкое по сравнению с тем, на котором я сидел до этого. Это просто небо и земля, ни разу не пожалел, что потратил на него столько денег. Киллер фича этого кресла в отодвигающейся подставке для ног, чтобы можно было откинуться назад и лежать балдеть. Дальше перейду к девайсам. Сейчас у меня коврик MSI, остался он от прошлого компьютера. Вряд ли он стоит больше 500 рублей, да и в любом случае я скоро буду его менять, поэтому двигаемся дальше. Грызун у меня игровой, это Dark Project ME4, покупался за 6000 в DNS, как и все, собственно, о чем я буду говорить дальше. Хорошая мышь за свои деньги, мне все в ней нравится, кроме вот этих вот сот. Да, их можно заменить комплектными насадками, но это только сверху. А по бокам и снизу их никак не убрать. Я понимаю, что все это сделано для уменьшения веса, но все-таки это не очень практично, так как со временем туда будет попадать пыль, может быть какие-нибудь крошки, шерсть животных, а один неудачно пролитый кофе, сами понимаете, что сделает. Печатаю я на клавиатуре SteelSeries Apex 7 за 16 000 рублей. Ее я вам не могу порекомендовать. Во-первых, я немного переплатил, и прямо сейчас в DNS она стоит 13 500 рублей, но как по мне это все еще оверпрайс для нее. А во-вторых, за такую цену SteelSeries дают нам ABS кейкапы. ABS, Карл! Для тех, кто не знает, ABS кейкапы больше подвержены стиранию и изнашиванию, чем из ПБТ пластика, а также могут желтеть или даже разрушаться под воздействием ультрафиолета. А еще в клавиатуре за 16 000 рублей нет хот-свапа и защиты от воды, которые есть в клавиатурах за 3000. В общем, не берите эту клавиатуру, лучше соберите кастомку и будет вам счастье. А в следующем ролике я сделаю подробный обзор и детально распишу все плюсы и минусы этой клавиатуры. Единственное, что из этого списка покупалось на AliExpress, это графический планшет Gaomon S620. Обошелся он мне в 2000 рублей в 2020 году. Не совсем геймерский девайс, но за свои деньги просто топ. Уже 4 года он со мной и никаких нареканий к нему нет. Также у меня есть джойстик от Xbox. Не так давно им пользуюсь, мало что могу про него пока сказать, кроме того, что иногда с ним играю. Ну а какие тут еще варианты есть? Теперь коротко расскажу о своем микрофоне. Это Fifine KH658. Я считаю, это лучший микрофон за свои деньги, просто пушка и соска. Качество звука вы слышите сейчас сами. Если кому-то интересно про него узнать, можете перейти по подсказке, я уже делал на него обзор. К нему я докупил кронштейн BM63, тоже от компании Fifine. И это просто какой-то абсурд, но эта стойка несовместима с микрофоном, который нарисован на ее коробке. Вот это вот крепление не закручивается до конца, и несколько раз микрофон у меня падал. Поэтому внимательно читайте отзывы при покупке, не совершайте моих ошибок и выбирайте к Fifine KH658 какую-нибудь другую стойку. Как вы могли заметить, у меня два монитора. Расскажу сначала о втором. Это Philips 223V5 на 21,5 дюйма, 60 Гц, 75 Гц в разгоне. Достался он мне так же, как и коврик, абсолютно бесплатно, то есть вместе с девушкой. Стоит такой на Авито сейчас в диапазоне от 3 до 6 тысяч рублей, но запишем среднее примерно 3500. Основной монитор у меня от MSI, модель Mac 274, 27 дюймов, 4К качество, 54 000 рублей, и все это про него. Сейчас скажу только то, что это хороший для меня монитор, не жалею, что столько денег потратил, а подробно о нем расскажу в одном из следующих видео на канале, там есть что рассказать, поверьте. Наушники я купил Razer Barracuda за 10 500 рублей, они беспроводные, радиоканальные, есть Bluetooth, пока я ими доволен, звук качественный, но это я сравниваю с наушниками, которые у меня были до этого. Теперь, наверное, самое интересное, это мой компьютер. Процессор у меня стоит Ryzen 5 5600G. Да, он со встроенной графикой, просто потому что на момент покупки без графики стоил гораздо дороже. Охлаждает его кулер от Deepcool Gamox 400K. Оперативку я брал комплектом две плашки по 16 ГБ от Kingston Fury. А стоит все это в материнке MSI B550M Pro VideaH Wi-Fi. Самая жирная комплектующая в моей сборке это Nvidia RTX 4080. Взял именно ее, потому что комп собирался с нуля и на годы вперед. А питает все это блок питания Cougar на 850 Вт. Из памяти я докупал M2 SSD-шник от Ardor Gaming на 1 ТБ. На момент покупки он был самый дешевый и обошелся мне в 4300 рублей. Остальные накопители остались с прошлого ПК, и их цену вы сейчас можете видеть на экране. И все это железо я поставил в корпус от Ardor Gaming за 5000 рублей. В итоге эта сборка обошлась мне в 260 000 рублей. Да, она не идеальная, но это всего лишь промежуточный этап. В дальнейшем я буду ее кастомизировать. Пишите в комментариях, как бы вы собрали дешевле и лучше, мне будет это интересно почитать. Нет, правда, интересно, это не рофл. Если вам понравился такой разговорный формат, тоже об этом пишите, давайте знать. Конструктивно критикуйте меня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорого.